Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. Сегодня я покажу, как и из чего можно крутить бумажные трубочки. Очень многие плетельщицы крутят трубочки из газет. Для этого газету нужно разрезать на 3 равные части. У меня получаются полосы шириной 7 сантиметров. Делать это можно кухонным ножом или, как я, канцелярским ножом на специальном коврике для резки. Краевые полосы откладываю отдельно, из них получаются однотонные трубочки. И все остальные тоже отдельно. Для кручения я использую спицы 2, 1,5 и 1 мм. Для газетных трубочек я беру спицу 1,5 мм. Существует 2 способа накручивания трубочек. Это на весу. Для этого нужна только спица и клей. Но спица при такой накрутке должна быть длинной. Таким способом я кручу только трубочки из офисной бумаги. А для газетной я использую второй вариант накрутки, это на столе. Для него вам понадобится специальный антискользящий коврик. Беру полоску, прикладываю спицу к нижнему правому углу и закручиваю как можно плотнее. При этом правая рука скручивает, а левая натягивает полосу. При кручении трубочек на столе спица не обязательно должна быть длинной. Я ее располагаю не по всей поверхности бумажной полосы, а только наполовину. И замечательно все скручивается, и спица легко достается. Еще один момент. Когда сама училась крутить на столе, у меня была загвоздка, как же начать. Покажу поближе. Подкладываю спицу под небольшим углом, ногтем проглаживаю кончик, защемляю край спицы и закручиваю. Трубочки, накрученные на столе, получаются ровнее и длиннее трубочек, накрученных на весу. Чтобы получились однотонные трубочки из газет, нужно взять полоски, которые нарезаны с края, и накрутить вот так. Из краевых полосок получается бумажная лоза, которую можно покрасить совершенно в любой цвет. Крутить из газет я не люблю, потому что она очень уж сильно морает руки. За место газеты я в своих работах использую потребительскую бумагу, которая продается как формата А4, так и формата А3. По своему качеству и плотности она точно такая же, как газетная, только чистая. Иногда бывает так, что нарежешь полосы, а лоза не крутится из них.
Это может быть из-за направления бумажных волокон. Как их проверить? Берем лист и отрываем край. Вот с этого края не рвется прямо. А этот край оторвался почти прямо на всю длину. Значит, резать на полосы нужно вот так. Я разрезаю полосы шириной по 7 сантиметров. Из листа формата А4 у меня получается ровно 3 полосы. А из листа формата А3 6 полос. За один раз я прорезаю до 10 листов бумаги. Полосы из потребительской бумаги накручиваются точно так же, как и из газетной. Излишки клея не нужно размазывать по поверхности трубочки, а то при окрашивании в этом месте будет не прокрас. Клей ПВА я использую вот такой, в желтом тюбике, и он мне очень нравится. Вот такая бумажная лоза получается из потребительской бумаги. Еще один момент. Часто при кручении трубочек у меня бывают небольшие надрывы бумаги, как заусениц. И их очень хочется взять и заклеить ПВА клеем. Но если вы это сделаете, то на этом месте будет не прокрас. Так что оставьте так. Такие дефекты все замечательно склеиваются при окрашивании и при обработке трубочек пропиткой. Еще бумажную лозу можно делать из офисной бумаги. Любой. Плотность такой бумаги около 80 грамм. Я очень долго плела корзинки из нее, только не из чистой новой, а из так называемых вторичков. С одной стороны распечатанной, а с другой чистой. Как крутить трубочки из такой бумаги я уже показывала, поэтому не буду останавливаться на этом. Скажу только, что лист бумаги делю на 6 или на 4 частей, кручу на спицу 2 мм на весу. И еще один материал для трубочек — это журналы. Нарезаю из них полосы с белым краем шириной 5 сантиметров. Кручу на спицу 1 мм. При этом спицу укладываю так, чтобы она заходила в бумагу около 5 сантиметров. Так ее легче доставать. А в остальном все то же самое, что и при накручивании трубочек из газет. Такие тонкие трубочки из журналов отлично подходят для плетения маленьких изделий. Кукольная мебель, кукольные корзинки и так далее.
Вот эти журнальные полосы сначала вообще хотела выбросить, а потом взяла и тоже их скрутила в трубочки. Не знаю еще, что из них сделать, пока пусть лежат. Вот такие получаются трубочки из журналов. И хочется отметить, что они очень тяжелые по весу. Так что бумажную лозу можно делать из любой бумаги. Ну, разве что из туалетной не получится. Плетите свои корзинки из того, что у вас есть дома. И еще немного о хранении. Трубочки я связываю по 200 штук. Из офисной бумаги можно хранить вертикально, но ставить их лучше на тот край, который при плетении обрезается. А трубочки из газетной, потребительской и журнальной бумаги лучше хранить в горизонтальном положении. И еще один совет. После накручивания трубочек им нужно дать полежать не менее недели. Тогда при окрашивании они не будут расклеиваться. На этом все. Надеюсь, видео для вас было полезным. Свои вопросы, если такие еще остались, пишите в комментариях. Всем пока-пока и до новых встреч!